шумном и равнодушном к чужим судьбам Нью-Йорке в доме миллиардера жила простая домработница Эмма Уильямс. Для хозяина она была почти незаметной фигурой, растворенной в рутине бесконечных поручений, но за ее тихим трудолюбием скрывалась сила, рожденная испытаниями. Когда-то она потеряла собственного сына от болезни сердца, и это горе навсегда поселилось в ее взгляде. Однажды, в разгар осеннего шторма, в роскошном особняке с мраморными лестницами и гулкими коридорами произошло несчастье. 9-летний Лукас Хартли, сын миллиардера, рухнул на пол без сознания. У мальчика случился тяжелый приступ врожденной болезни сердца. Эмма первая заметила его и бросилась на помощь, но в доме не работала связь, а ее отчаянные крики отозвались лишь равнодушием других слуг, привыкших не выходить за рамки обязанностей. Понимая, что счет идет на минуты, Эмма решилась на отчаянный шаг. С дрожащими руками она открыла сейф, где хранились деньги, и, не думая о последствиях, выехала в ночь на машине хозяина. Дождь хлестал по стеклу, пробки парализовали дороги, но, рискуя жизнью, она вела машину сквозь хаос, словно ее вела память о собственном сыне. Она добралась до больницы в тот самый миг, когда сердце Лукаса готово было остановиться. Врачи едва успели стабилизировать его состояние, признав, что без своевременной помощи мальчик бы погиб. Но благодарности не последовало. Вместо этого Ричард Хартли, холодный и упрямый миллиардер, потребовал наказать горничную за кражу и угон. В его глазах закон стоял выше человеческих поступков. На суде его адвокаты настаивали на том, что преступление не может быть оправдано никакими мотивами. Эмма же стояла перед присяжными с прямой спиной и тихо повторяла лишь одно: она сделала то, что должна была. Общественность быстро узнала ее историю. Газеты писали о горничной, которая спасла ребенка, люди собирались у здания суда, требуя оправдания. Свидетели подтверждали, мальчик выжил только благодаря ее решению. Для многих Эмма стала символом простой, неподкупной человечности. Присяжные признали ее невиновной. Освобожденная от обвинений, она не вернулась к прежней жизни. Вместо этого Эмма основала фонд помощи детям с сердечными заболеваниями, фонд, который назвала именем своего покойного сына. В этом проекте она нашла новый смысл. То, что не удалось спасти когда-то, теперь помогало спасать других. История женщины, рискнувшей свободой ради чужой жизни, стала напоминанием: иногда человечность оказывается выше строгих строк закона. И в огромном городе, где все продается и покупается, ее поступок доказал, что сострадание все еще может менять судьбы. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.